Итак, всем привет! Сегодня хочу поговорить об более такой специфической и необычной обуви, а именно сандали, которые имеют длинное название, если брать английский. Это Puma Sandal Winds Platform S, если я правильно все назвал. Коллекция уже далеко не новая, они были выпущены еще в далеком 2018 году, скорее всего это весна-лето. Конкретно эта партия изготовлена была в ноябре 2018 года. Приобрели их где-то 1,5 года назад или 2, тут уже точно не вспомню. И это также отзыв, а не только как мини-обзор и рассказ об модели. Потому что я в интернете посмотрел, практически нет никаких видео про них и решил поделиться с вами. Вдруг Puma опять выпустит что-то похожее, и вы уже будете понимать, о чем примерно идет речь и стоит ли их покупать. Сделаны они, скорее всего, во Вьетнаме или Индонезии. Здесь я вам точно уже не скажу, ярлычок стерся, но не имеет никакого значения, так как что-то страна делает очень качественно. Ну и к тому же вот результат. Так они вот сохранились, и это более чем достойный уровень. Есть еще моделька практически с таким же названием. Там идет кожаный верх. Я прикреплю фотографии. Единственное отличие в том, что здесь идет текстиль, а там натуральный материал сверху, возможно, более премиально смотрится. Тут уже можно сочетать с более спортивным стилем, а так база у них один в один. Есть несколько расцветок той модельки, а также в нашем случае вот черный, и есть еще в белом исполнении. Теперь, что касается материала, начнем сверху. Верх здесь выполнен из таких как бы эластичных бинтов. Мне они очень напоминают эластичный бинт. Но хотя, по сути, это может быть спандекс или ткань с добавлением эластана. Тут, честно говоря, вариантов много. Я точной информации не нашел. Но они очень сильно так утягивают, учитывая, что они расположены здесь навкрест, на переплет. И смотрится это довольно дорого и интересно. К ним прикрепленный вот такой вот ремешок, который фиксирует пятку. Имеет вот такую вот накладку в форме сердечка. Швы, все сделано аккуратно и на высоком уровне, начиная от этих вот строп, заканчивая прошитой вот этой вот лентой. Материал здесь очень мягкий и приятный. Вышита надпись Puma по брендингу, то есть это с обеих сторон будет надпись такая объемная. Кошка на этой штучке, на внутренней стельке, на подошве и понятно снизу. То есть модель узнаваемая, взгляды собирает, это 100%. Далее, что касаемо низа, основная стелька, она здесь не самая мягкая, она с эко-материала, который очень качественный, причем даже надпись она не стерлась, на удивление. Обычно такие вещи убиваются в первую очередь. Тем не менее, она заправлена на какой-то материал прорезиненный и проклеена на основную подошву. Также, судя по всему, если это не фейк, они прошиты. И это еще добавит, получается, надежности самой конструкции. Подошва здесь из терморезины. Она здесь такая очень крепкая и плотная. Благодаря этому модель очень увесистая. Ну, платформа есть платформа. Но все же у меня есть подозрение, что вот эта вот основная стелька, она проклеена на подошву, а подошва здесь идет капсульная, то есть с прорехами специально для облегчения и удешевления при производстве, иначе они были бы совсем неподъемные. На подошве имеется объемный элемент вот, с накладочкой, такой ребристый, напоминает стандартные кеды, там, возможно, немного сьюды, еще какие-то более новые. Снизу идет рисунок, опять же таки, классических кед, узнаваемых. Теперь начнем по опыту носки и в целом какие ощущения. Когда их взяли, понятно, что чувствовался сразу вес, и такой момент был, сразу это не заметишь, но когда ты их обуваешь и идешь, они довольно, из-за того, что увесистые, они шлепают в районе пятки, то есть не хватает немного вот этой вот петельки, но тем не менее к этому привыкаешь, но на дальняки не советую. То есть, если там выйти, пройтись там в магазин или выехать в город, это окей. Если вы целый день ходите, не рекомендовал бы. Но зато они смотрятся очень круто, подойдут под разные вещи и довольно удобные. Хотя тут тоже стоит понимать, что вот эти все стропы, они очень сильно так утягивают ногу, как
жгут накладываешь, по сути, они же давят, остаются потом следы на ногах, через какое-то время они проходят. Но еще был момент, что мизинец немного натирали они, и хотя размер это 38, 24 сантиметра, тут если замерить, наверное, будет даже 24,5, но сам факт, что по сути они как бы словно немного маломерят, потому что у нее пальцы как-то вот совсем впритык к началу, но я видел на картинках, что обычно у девушек должны быть пальцы где-то здесь. Возможно, мы не угадали с размером, но тут опять же таки не позволяет сильно разгуляться вот этот вот ремешок, который потом бы сильно болтался, если мы взяли бы на размер больше. Выбор в сторону этого размера был оптимален. Так, по мягкости ничего не скажешь, обычная летняя обувь, которая увесистая, которая довольно тверденькая, но это нормально. Здесь претензий никаких. По износу, по подошве можно увидеть, что вот в начале подубилось и в пятке, где больше всего соприкасалось. Понятно, что они увесистые, сильно их не задерешь, толстая платформа. Раз зацепилась, допустим, приземлилась, два. И так постоянно, что на правой, что на левой. Особенно начало заметно на втором году эксплуатации, именно в начале. Обычно начиналось все с задней части, но уже пошло и наперед. Но тем не менее, они еще более чем носки, и еще в них можно проходить долгое время. Опять же, повторюсь, девушки обращают внимание на сандали сразу, возможно, хотят себе такие же, но на данный момент я на сайте смотрел, ничего такого подобного уже нет. Вот такой получился обзорчик, немножко затянутый, но зато со всеми тонкостями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, кружочек справа в углу, нажимайте, будем вместе. Я делать видео, вы будете смотреть. Всем спасибо за просмотр, теперь посмотрите, как они будут на ногах, а я погнал снимать видео дальше.